Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что по четвергам ждете наши прямые эфиры со Степаном Демурой. Степан Геннадьевич на связи. Приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо, что уже лайк поставили. Все как всегда в наших прямых эфирах. QR-код, который видите на экране, можно вопрос задать, и он появится, наверное, на экране, если работает этот сервис. Они же сервисы, знаете, какие? Ну, в общем, спасибо всем за поддержку. Вопросы также будут приниматься непосредственно из клуба зрителей Шелест, чата трансляции вживую онлайн и заблаговременно в сообществе YouTube. Все как всегда, все традиционно. Но есть новости. В описании к этому видео свежайший семинар Степана Демуры, причем с таким загадочным, ну, таким названием, которое немножечко, чуть-чуть, да, вот буквально на пол шишечки перекочевало к нам в эфир. Значит, у Степана Геннадьевича ожидается 15 числа семинар, да? Геополитика и рынки и сказ о том, как американцы долг уменьшали. Экономисты СССР. В общем, интереснейшая штука. Обратите внимание, найдите и поинтересуйтесь. Думаю, будет интересно. Также, собственно, в чем эти шишечки и как они перекочевали? Все очень просто. Значит, опрос нашего сегодняшнего чата эфира, чата трансляции, в общем, такой. Чтобы вы, имея возможность, ну, то есть опять-таки, гипотетически, у вас есть какие-то ресурсы, и, в общем, куда бы вы побежали, что бы купили, во что бы вложились. И есть 4 варианта ответа. Именно вот, что касается этой осени. Доллар, золото, крипта, земля. Вот такие 4 варианта. Выберите, пожалуйста. С этого вопроса давайте и начнем, потому что кажется, что что-то очень надвигается жуткое. Или это все так, напускное. Ну, жутко это надвигается. Оно уже надвинулось просто, знаете, как в том анекдоте. Что это все? Ты попробуй кивни. Примерно так. А, Золото и доллары. Золото я бы был бы сейчас немножко осторожнее, но золото и доллары. В общем, выбирайте, Земля будет друзья. дешевле. Земля будет дешевле. Потом купить. Выбирайте, друзья. В общем, интересно. Мы в конце подведем итоги, потому что я вижу, что есть вопросы и по этой теме, потому что действительно, ну, в общем, все ждут какого-то бадабума, и он происходит. Но мы с вами о политике по большей части, хотя, знаете, политэкономия, ее никто не отменял. Значит, топ-новости. Выходит Трамп и говорит, в Египет еду, курорты там, all-inclusive всякие, и подписание мира. В общем, говорит, все, конец войны в Газе. Пропустили огромный эшелон грузовиков с гуманитарной помощью. Там, Эрдоган говорит, я тоже вот буду руководить. Все, в общем, туда льнут. И как бы договор подписан. Израиль говорит, первая часть подписана, Рейтерс какую-то сумятицу уводит, говорит, да что-то там не клеится, поругались насчет списков заложников, который должен быть. В общем, какая-то опять интрига нависла над тем, не сорвется ли все окончательно. Как вы думаете, действительно ли это конец? Или это нечто похожее, я имею в виду не по форме, не по содержанию, по форме, с окончанием войны Израиля-Ирана? Я думаю, скорее похоже на окончание войны Израиля с Ираном, потому что понятно, что Хамас на эти условия не пойдет, которые выдвинул Израиль, потому что разоружение Хамас и сдача системы тоннелей – это конец Хамас означает. С другой стороны, израильские заложники, скажем так, они из актива уже перешли в пассив, и вернуть их израильтянам – это, скажем так, набрать дополнительные очки на международной арене. Поскольку Хамас всячески обзывают террористами, хотя, согласно тому же уставу ООН, они не террористы, а являются освободительным движением, поскольку Израиль – это оккупант. Поэтому я думаю, что Хамас в очередной раз переиграл Израиль. Израиль думает, что сейчас там Трамп может получить свою медальку, и мы снова начнем, а Хамас сейчас разоружится. Хамас снова переиграл Израиль, я думаю, уже в который раз. Поэтому отдадут заложников. Главное, что гуманитарная помощь хоть какое-то время будет поступать в Газу. Не думаю, что они смогут остановить голод, но хоть чем-то помогут людям, которые умирают пачками.
И не только от израильских бомбежек, но и от голода, и от эпидемий. Друзья, я Поэтому попрошу... это ни о чем. Да, Это ни о чем. я попрошу Степана Геннадьевича глянуть, а что там у него с соединением, может, чего открыто и У тянет, меня Ростелеком. и тянет трафик, Так что понимаете? А, мобильную связь глушит. В общем, Так да, что без выборов. в общем, сидим и терпим, друзья, все эти, скажем так, вещи. Да. Единственное, что я хотел бы сразу получить комментарий насчет, Степан Геннадьевич, вот этого, ну, этой границы, этой черты, куда отводят Сахал. Облетели интернет радость, да, вот эти видео радости жителей Газа о том, что война заканчивается. Их можно понять, на это, конечно, без слез не взглянешь, потому что Газа просто перелопачена вся. Но что касается вот этой линии, как вам кажется, Биби обманет? Ну, конечно, ну, слушайте, с израильтянами любые соглашения, они не стоят бумаги, на которой они написаны. Поэтому тут еще раз Биби думает, что он всех обманул, а по факту Хамас избавился от балласта, использовал балласт, я имею в виду заложников, превратил их из пассива в актив, потому что, ну, они уже, тема отыграна, скажем так, даже в израильском обществе, по большому счету, насколько я понимаю, могу ошибаться. А так они в глазах всего мира, ну, люди доброй воли, возьмите своих заложников, мы же не живодеры. Поэтому это все ни о чем. И потом, слушайте, у нас уже было гарантированное США мирное соглашение. В результате американцы и евреи всех кинули. Ну, еще раз. Они недоговороспособны, поэтому это ни о чем, на мой взгляд. Так, бла-бла-бла. Зачем Трампу ехать в Египет? Сначала я подумал, что это какая-то шутка, да, что его пригласил Эль-Сиси, руководитель Египта. Ну, мол, знаете, для того, чтобы, так сказать, весу придать и значимости. И, в принципе, мы очень мало говорим о Египте, который будет снимать вершки. Заметьте, не Турция, которая там им гуманитарку поставляла, а Египет, которая перекрыла границы в самый тяжелый момент, когда люди двинулись на Рафах. Ну, в общем-то, пытаясь убежать от этой войны. Ну, я думаю, Трамп всячески пытается хоть какие-то очки с магаристами вернуть. Потому что и дело Эпштейна, и его обещание о мире, когда он начинает уже вторую и третью войну, поддержка Израиля, которая разрушает практически мага, убийство Керка, да, это нужно как-то чем-то перебивать пытаться. Ну, вот они пытаются, вот типа мы тут мир, 8-ю войну закончили, еще что-то. Может быть, даже сейчас Нобелевку получит, если Путин не перебьет его. Поэтому... Не, 8-я вроде как... Мы, кстати, со зрителями в клубе зрителей Шелест, в общем, считали люди. Ну, правда, то есть, ну, там, пользователь, да, вот Елена пишет, говорит, вообще ничего не понятно. То есть, ну, вообще от слова совсем. Не, А, ну еще раз, ну слушайте, ну что вы считаете? Невменяемый старичок. Нет, ну смотрите, Индия, Пакистан, ну окей, Вьетнам, Камбоджа, Несет. Израиль, Иран, хорошо, там, Газа, Израиль, а еще... Албания, по-моему, 3 или 4 войны начала, он их помирил, поэтому... С Азербайджаном. Да, Албания воевала с Азербайджаном, потом еще с кем-то. Слушайте, ну, в этой куче алмаза нет, что там рыться? Гарантирую. Поэтому надо его воспринимать таким, как он есть. Ну, вышел чувак перед генералом, перед всем генералитетом и начал такую пургу гнать, что мама не горюй. Типа, еще до 11 события 11 сентября он заметил Осаму бен Ладена и предупредил Пита Хексета, которому там было 19 лет, что за этим парнем надо следить. И Ага. вообще, заметьте, посмотрите на меня, какой я прекрасный, хороший. Я все знаю, я всегда прав. Перед генералитетом, ну, собрать всех со всего мира, потратить на это, я не знаю, там, может 100, может 200 лямов. Потому что каждый генерал пролетает как минимум с одним-двумя адъютантами. Это 800 генералов и адмиралов, чуть больше. У каждого свой самолет. Мама родная. Этот придурок пить там бегал, Петька Стакан,
знаете, мне напомнило прапорщика, когда мы были на сборах, вот стоим студенты 5-го курса физтеха, и вот нас прапорщик мотивирует. Сказки там раз, какими мы должны быть, и вообще какими ракетчиками мы должны быть, еще что-то еще. Вот Петя бегает перед генералами, командир батальона, и что-то им рассказывает, мотивирует. Вообще. А вы после этого пытаетесь что-то анализировать. Все, ребята настолько далеко уехали уже. Ой. Зачем Трамп вводит нацгвардию по разным штатам? Причем, давайте так, Не только если бы Трамп гвардию, этого не но и делал, армию. если бы он не делал этого, не было бы такой бучи, не было бы вот этого всего нагнетания. Но он не будет не только Нацгвардию, но армию вводит. Он же сказал генералам, что мы будем тренироваться, тренировать американскую армию в наших городах, в американских. Тренировать для чего вопрос? Подавлять что-то или вводить военное положение в случае, если старичку не понравятся результаты промежуточных выборов или еще что-то. Но на Конституцию ему давно наплевать. Он сам об этом сказал, когда его спросил. По-моему, CNBC его во время интервью спросили, а вы... Вопрос был прямой. А вы соблюдать Конституцию? На что Трамп, даже не думая, ответил. Не знаю, посмотрим. Поэтому вообще вот, если так разобраться в американском законодательстве и применении этого законодательства, самое главное, на практике, то даже полицейские не всегда имеют право требовать у вас ID, доказывать, что вы находитесь на территории США легально, если к вам нет никаких других вопросов. Я уже не говорю про Национальную гвардию и армию, которые в принципе не обладают таким правом. Чем занимаются эти бандюки ICE? Они просто всех таскают, куда-то избивают. Хватает, как показывает практика, любого на улице и требует у него доказать, что он находится в США легально. Это вообще как? Американские юристы просто в шоке от того, что происходит. Просто в шоке. Поэтому, я думаю, они тихо подготавливают общество к тому, что возможен переворот, если кому-то что-то не понравится. Переворот в отдельных штатах или всей системы? Я имею в виду федеральный, когда, скажем, в демократических штатах проголосуют не так или начнут проводить какие-то непонятные действия, то федеральное правительство может попытаться все это дело на корню пресечь в виде армии. То есть военный переворот просто будет. Я думаю, к этому готовиться. Ну, иначе зачем все это делать? И говорить генералам, что да, вот мы будем тренироваться в городах, готовьтесь. В американских городах американская армия будет тренироваться в американских городах. Делать что? Очень, Вводить э, законный порядок. ну, смотрите, можно же на Венесуэле потренироваться. Мадуро последние дни очень серьезно готовит армию. И такой очень интересный ход делает геополитический. Подписывает соглашение с Россией. Деталей, ну, особенно как бы так не разглашают, но о том, что это военное соглашение некое, знают все. Ну, во-первых, там Китай очень плотно сидит в Венесуэле. Там, если не ошибаюсь, китайские инвестиции на 70 миллиардов. И вообще Китай так плотно зашел в Латинскую Америку. Потому что он грамотно заходит. Он там не говорит о правах человека, не устанавливает демократию через силу. Он просто инвестирует. А потом, когда страна не может расплатиться, берет натурой. Очень грамотно заходят ребята. Просто если, скажем так, американцы начнут, я думаю, дурить в Венесуэле, ну, Китай для начала может просто устроить морскую блокаду того же Тайваня, для примера. Посмотреть, что будет дальше. Так Трампу плевать на Тайвань. Нет, Трампу не плевать на Тайвань, ему не плевать на те же чипы, ему не плевать на редкоземельные металлы, потому что все сразу встанет у него в экономике, которая должна стать великой буквально на днях. Поэтому китайцы уже показали, он показал, что ему далеко не наплевать, когда к нему пришли те же автопроизводители. Сказали, чувак, ты что, всем из ума выжил? Мы встанем через неделю.
когда китайцы ввели ограничения на поставку магнитов и редкоземельных металлов. Ну и клоун тут же отработал назад с тарифами против Китая. Поэтому у китайцев огромное поле деятельности, как у американцев. Я опять там на полшага назад оттолкнусь от ситуации с перемирием и прекращением огня, которое сегодня началось в Газе. Трамп заявляет, что понедельник, вторник заложников отдадут и будут идти по этим пунктам. Мгм. Ну, в общем, Обязательно. ну, смотрите, так заявлено, да, а в Египте он там прилетит и все подпишет, и все, мир, дружба и жвачка. Значит, раскопали, ну, получили комментарий, может, вброс, конечно, потому что, ну, этот как бы выглядит достаточно желтенько, на снегу, как буквально, желтенько выглядит материал о том, что Хорошая, ну, хорошая новость это моча города. понимаете, то есть Плохая это рука Генри. выглядит так достаточно Не специфическим ешьте образом. это желтый снег. В общем, ну, вот такая новость, которую распространили западное агентство, что, мол, ребята, а чего вы все напряглись? Ну, правда, ну чего вы все напряглись? Ну, все уже, есть уже победитель на Нобелевскую премию мира. С понедельника все определились уже, все нормально. Хотя все идет к тому, что будет феерический успех, буквально там завтра, послезавтра, и все, и эх, эй, Трамп получит эту премию. Я думаю, дадут. Но еще раз, вот есть такая информация достаточно серьезная, что у Трампа премию может Путин отобрать в этом году. Каким образом? Если он до голосования успеет, скажем, познакомить Западную Украину с ядерным синтезом, то вполне может получить. Ну, это какая-то такая достаточно... Ничем не отличается от Трампа и его премии. Просто чтобы вы понимали всю одиозность ситуации. Поэтому относитесь к этому. Ну, премию, ну, дадут старику премию. Ну, Обаме тоже выдали премию авансом. Ну, не успел ничего сделать, стал президентом. Вот тебе премия, наша маленькая, это самая, шоколадка. На, вот ты, все. Ты еще ничего не успел сделать, но тебе уже, ты Нобелевский лауреат, красавчик. Ну, правда, потом полностью дело, конечно, оправдал. Поэтому, слушайте, это вот я 100 раз говорил, это театр абсурда. Сценарист бухой, Нет, подождите. режиссер лишних дорог, рождайтесь игрой. Стойте, вы серьезно о том, что Россия может применить ядерный боезаряд по Да западным нет же, странам? ну это как демонстрация, знаете, такое, доведенная до абсурда ситуация. Ну, это как он, Зеленский сегодня, что он там отмочил. Это, Дайте томагавки, я тебя, друг Трамп, номинирую. это пчелы против меда. Это прям какая-то, я не знаю, это ужас. Так у него же это же вторая версия. Ну, то есть с утра была Ой, цитата о том, что, значит, Трамп, организуй нам, пожалуйста, прекращение огня, а к вечеру уже говорит, Трамп, дай томагавки. И в первом и во втором случае это как условие, что и Украина Путин номинирует его. номинирует. Так Радыш вроде не смогла проголосовать. Или будет повторное голосование. Ну, Они же сразу. не успеют, понимаете? Ну, что значит номинировать после того, как уже дали? Ну, пишить надо. Ой, как серьезно вот это воспринимать так? Понимаете, смешно-то смешно, но думаю, блин, у этих же людей ядерные чемоданчики. Эти же люди якобы вершат судьбы мира. Вот в чем ужас-то. И смотришь на это, ну дурдом, реально дурдом. У меня просто мама нейрохирург, и когда не с кем было меня оставить, она меня забирала к себе в Боткинскую больницу в отделение на дежурство. И там обязательно у них был психиатр, причем психиатр был хороший, такой клинический. И вот он со мной развлекался. Приносил мне Малевича, приносил мне картины этого самого
Дали, я вам скажу, что квадрат Малевича и картина Дали – это ничто по сравнению с тем, что рисовали его пациенты. Приносил мне разные тексты интересные, которые они писали. И я вот сейчас на все это смотрю и вспоминаю свое детство. Ребята, знаете, в чем отличие? Что у пациентов дурки того времени мысли были. Понимаете, они вот могли, например, ну, наверное, лист написать, нигде нет никаких логических противоречий. Прекрасный слог. Читается на ура. Это я был учеником, наверное, 4 или 5 класса. А сейчас на них смотришь, они даже двух слов связать не могут. Путаются в предложениях, путаются в показаниях вообще. Поэтому относитесь к этому вот так. Вот, знаете, вы в дурке. Вы наблюдаете за пациентом. Нет, все бы можно было так к этому относиться, и, Но они наверное, вершители судеб мира. Вот в чем проблема. смотрите, можно было бы к этому относиться, и, конечно, так, но мы сейчас заходим в жесточайшую фазу в Украине. Да, Трамп везде, не только в Украине, не только в Украине, везде, везде, по всему миру. 26-й год будет вообще, конец 25-го, 26-й это будет годом из ада. Везде мы заходим в такую ситуацию. И в экономике, и в политике, и в военном отношении. Украина здесь не исключение, на мой взгляд. просто когда, например, там украинские власти официально говорят, слушайте, 60% газодобычи вынесли, об этом пишет западная пресса, и украинцы говорят тоже, но все нормально, газ будет, мы там подкачаем, денег дадут, у нас там есть резервы, фонды, главное иметь деньги, чтобы там закачать какой-то газ. А, И тут, ну, все же понимают, что, ну, например, несколько ударов по газохранилищам, которое вполне может организовать Российская Федерация. Вот вы про ядерку говорили, да, на Западную Украину. Зачем? Там уже был по Львову прилет по газохранилищу. Нам не показали и не рассказали, что это вообще за прилет. Ну, его Зеленский, разрушить нереально. Его нереально разрушить, на самом деле. Можно уничтожить инфраструктуру. То есть наземную инфраструктуру, да, устья скважин, что там не огромное количество скважин. Их можно уничтожить, да, но взорвать, уничтожить газохранилище просто нереально. Физически невозможно. Это нужно несколько мегатонн, грубо говоря, на такой на глубине. В огромных карстовых полостях. Поэтому газохранилище, ну, хорошо, закачали газ сверху, уничтожили инфраструктуру. Ну, как будто вот его не закачивают. Но ничего страшного не произойдет. Оно там не взорвется и нет, земля не провалится. подождите, Нет. страшное произойдет, что газа не будет у украинцев и тепла не будет по всей Да, стране. вполне, это вполне возможно, да. Да, да. Вполне возможно. Нефига было инфраструктурные войны начинать. Зачем было начинать инфраструктурные войны? Потому что британцы сказали. Ну, а теперь украинцы будут расплачиваться за гениальность этого сумрачного гения британского, ну и за своих киевских шестерок. Что ж делаешь? Такова жизнь, война. Пишет чат трансляции, там у Димура VPN, пускай выключит вот эти все моменты, друзья. Ну, смотрите, Нет у меня VPN никакого. Это это, это компьютер, противозаконно. на нем ничего нет. Это, кстати, реклама VPN, я его ни в коем случае не рекламирую, у меня его нет. У меня Ростелеком стоит, все, что вы хотите. В Москве. Да, значит, ну, раз уж в Москве такой интернет, то, знаете, а, загибается Россия, понимаете? Ну, Ну, идем туда, вот, да, к нет, ну, абсолютной стабильности. нет, ну смотрите, выходит Зеленский, говорит, я Малюка позвал и утвердил список спецопераций, вот этих по подрыву, каких-то асимметричных ответов на блэкауты и удары по энергетике. Плюс вышел Зеленский, говорит, Белгородская, Курская область, типа, не поздоровится вам, мы вас тоже выключим от света. Странно, было несколько дней назад Москва, сейчас Белгородская, Курская область. Как просчитывают со стороны России вот этот этап войны инфраструктурный, как вам видится? Да никак. Я сомневаюсь, что там кто-то что-то наверху способен просчитать.
потому что все действия носят, на мой взгляд, они носят ответный характер. То есть, скажем, ну, НПЗ там, и что, локально тяжело прикрыть ПВО? Как оказывается, не тяжело, например, этого никто не делает почему-то. Поэтому я не думаю, что есть какая-то единая система или стратегия по э, обороне от возможных диверсий или нападений. И потом еще раз, но вот операция «Паутина» показала, что очень тяжело с этим бороться, с такими сетями. И я более чем уверен, что не все сети, не все ячейки выявили и нейтрализовали, поэтому, в принципе, они могут задействованы снова. Но по аналогичному образу. Поэтому будет реактивная реакция, простите за тавтологию, на какие-либо произошедшие события. А единственная возможная реакция, ну, полетит еще больше. Еще жестче по Украине. Ну, по британцам-то ничего не летит. И по Западу ничего не летит. Поэтому они никаких, условно говоря, издержек не несут. Если бы они несли издержки, ну, например, ну, элементарно, взорвали, правда, украинцы официально взорвали Северный поток, когда это сделали американцы с бритами. Хорошо, есть 4 кабеля силовых на этот остров дегенератов. Ну, кто-то же может там якорем задеть, еще что-то такое, там взорваться не могут. Ну, островок дегенератов останется без электроэнергии на несколько недель. Кайф, кайф. Почему это не сделали? Не знаю. Инфраструктурная война объявлена, понимаете, никаких запретов нет, можно взрывать газопроводы, можно делать все, что угодно. Ну, тогда можно силовые кабели взорвать, которые идут на остров дегенератов, и посмотреть на них. Ну, Как это же вы, никто не делает. как вы относитесь к тому, есть просто такая версия, и подписчики реально мучаются этим вопросом. В воскресном в своем видеообращении тут же вот сегодняшнее подспело. Зеленский выходит и выдает, говорит, даже Хамас проявляет готовность к переговорам, но не Путин. Пока что. То есть, видите, как вот такая сравнение. Вот в начале недели, по-моему, в воскресенье это было, он обмолвился, этого никто не понял, что а давайте заставим Путина, ну, в общем, перемирие в воздухе. И подписчики очень интересную версию, да, вот у меня на канале вот они публикуют, и достаточно, ну так вот, если подумать, то сейчас в этом мире вообще возможно все что угодно. Этой обмолвкой он как бы дает нам всем понять, что цели и запуск по территории России, там заводы, вот эти ТЭЦ, НПЗ, вообще не украинцы делают. А вот этот малюк ходит с папочками утверждать план. Ну, как бы, да, для А кто их делает? антуража. Откуда берут? Простите, у Украины есть орбитальная группировка? У Украины наводит химарисы, что ли? Рассчитывает полетное задание и маршрут? Нет. Ну, понятно, кто это делает. Без американской спутниковой группировки это невозможно. Это дело все засекреченное, между прочим. Доступ к нему имеют далеко не все, даже натовские страны. Поэтому тут-то все понятно. Кто что, какие цели задает, какие полетные задания задаются, маршруты, как ведется разведка районов ПВО, их действия, бла-бла-бла. Давно не секрет. Поэтому единственное, что, наверное, Зеленский, скажем так, своим заявлением подтвердил, что как-то уже очень несладко им приходится, имеет в виду украинцам, экономики и даже логистики военной, да и военному производству от воздушной войны. Это первое. Второе, ну, надо четко понимать, что есть в Британии такая замечательная группа, называется «Алхимия». Она консультировала, начиная с Борки Джонсона. Консультировала она как раз и разрабатывает стратегии ведения войны против России. Если вы почитаете их материалы, ну, там все элементарно. Еще
один укол, еще один удар, и режим рухнет. Новая гибридная война. Соответственно, когда делаются заявления, что вот мы сейчас там что-то сделаем, надо понимать, что это заявление делает не Зеленский. Зеленский просто исполнитель, как и вся Украина. Соответственно, на что они могут рассчитывать? Ну, скажем, попытаться оставить Москву без света и газа, например, и тепла. Мгм. Тогда, соответственно, Путин не сможет работать с документами, и русский мир рухнет. По их. Я перевожу на русский то, что им пишут по-английски. Не знаю, смогут ли или нет, но я думаю, что пытаться будут. Хорошо, предположим, вот так вот сделали. А что-то произойдет с Киевом, вообще с Украиной, с энергетикой. Тогда железно вынесут подстанции на 750 киловольт и энергомосты с Европы, и все. Здравствуй, каменный век. Зимой. Придется глушить реакторы. Заодно весь мир сможет убедиться в профессионализме либо отсутствии умного у украинских ядерщиков, когда они будут глушить в экстренном порядке, в аварийном режиме. Посмотрим, к чему все это приведет. Но идет эскалация. Я давно говорил, что, ребята, будет эскалация. Вот она идет и вообще не думает останавливаться. По всему миру причем. А что с американцами у россиян? Значит, выходит Песков, делает ряд заявлений о том, что там встречи не планируются Путина и Трампа, там должны были на АТС, по-моему, да, на форум ехать. В общем, Путин не поедет, делегацию отправляет, и как бы шанса на встречу Си Цзиньпина, Трампа, Путина нет. Дальше, говорит, встречи пока не будет. В общем, Рябков говорит, что все, выветрился Анкоридж, тот импульс, да, мирный, который дается. И, в общем, как бы беда-беда. Но это как бы официальная линия. Но тут же, в этот же день, помощник Путина Ушаков говорит, не-не, ребят, чего вы, все хорошо. Переговоры идут, каналы связи есть с американцами, все нормально, то есть работаем, то есть мир, дружба, жвачка. И тут возникает, просто разрыв сознания. То есть, с одной стороны, все порвали, то есть идет война, или это все согласовано с администрацией Трампа, то, что происходит, и тот кошмар, который описали вы выше? Хороший вопрос, честно говоря. Затрудняюсь на него ответить, но судя по тому, как выступал Путин на Валдайском форуме, особенно как он отвечал на вопросы касательно томагавков, касательно американских отношений, у меня создалось только одно мнение. На все воля Божья, простите, Трампа. То есть никакой самостоятельной политики, никакой игры на какое-либо опережение, либо я даже не знаю, как это назвать. Это вот как кот Леопольд с мышами. Потому что схватку, особенно военный конфликт, всегда выигрывает тот, кто контролирует эскалацию. Россия пыталась контролировать эскалацию. Вроде все хорошо идет. Начали контролировать. Вот тут начинается эта история с томагавками. Никакого ответа. Понимаете, даже хотя бы отвечать пока что не на что. Да? Я очень сильно сомневаюсь, что украинцы получат томагавки. То есть, еще раз, стратегическое оружие. Ни много ни мало. Но хотя бы какие-то, знаете ли, заявления такие должны быть жесткие. Это у нас уже давно, знаете, коричневые линии, они собираются в коричневую лужу, что напрягает. Поэтому, еще раз, я думаю, что, во-первых, эти вопросы по поводу российско-американских отношений решаются не Трампом, не Путиным. Я думаю, там в этом смысле, в глобальном, все утрясли более-менее, но если вы заметили, и по действиям Трампа, и по риторике Трампа, и не только касательно Украины, кстати, и по, скажем так, заявлениям тех, кто его окружает, все как на первом сроке. Много слов, много бла-бла-бла, но в результате, как говорится, империя берет свое, имперская внешняя политика остается, а Трамп сейчас полностью окружен неоконами, тупо повторяет то, что говорит Келлог. Я более чем уверен, что в данный момент Трамп абсолютно свято верит
в то, что российская экономика на грани краха, Украина выигрывает войну, еще немножко, еще чуть-чуть, и кровавый режим Путина падет. Вы серьезно? Целью Подождите. абсолютно, абсолютно. Ну давайте, Вот. посмотрите. Вот сейчас вообще это вот по поводу того, как работает вот эта шизофрения, у меня есть конкретный пример. Значит, сегодня Минобороны Российской Федерации опубликовала видео с дрона. Значит, и там бои под Константиновкой, ну там рядышком. И там же проходит ветка вот этого тоже Аммиакопровод, да. сколько было скандала вокруг этого. Тольятти, Одесса, аммиак Да. в Одесский припортовый. Ну, то есть провод, прям труба. Ее там и так, и сяк, и политически, и, в общем, кого туда только не вплетали. Потом ее взорвали. Нет, так вот сейчас, вот сегодня взрывают эту ветку, оттуда там тучи этого аммиака, и это сообщает Минобороны России, что сделали ВСУ для того, чтобы Поступаю. остановить продвижение российских войск. Буквально проходит 2 часа, я прям засек на самом деле, и появляется в украинских пабликах нечто подобное. Хотя Украина ничего об этом не сообщала, то есть от слова совсем. Вот пишет: враги, Короче, это вот русские подорвали аммиакопровод под селом Русин-Яр на Донеччине. Минобороны России опубликовала видео, обвинила ВСУ после подрыва русскими вот этой ветки. Отравленное облако, которое угрожает людям и животным и может даже ожоги кожи, глаз, дыхательных путей. Да, вот, то есть это вот сейчас вот на полном серьезе, вот по прошествию времени, когда мы увидели это видео, когда увидели это сообщение, вот так отыгрывается российская информация в украинских пабликах. То есть, смотрите, многие, я прям вижу реакцию, причем россиян, украинцев, разных, ну, почем мерить? По ТикТоку, в который вернулся лично Трамп. Феерически, говорит: будете мне благодарны. Давайте будем... Он вернулся в американский ТикТок. Да, давайте будем благодарны Трампу за Да. ТикТок. Как говорится, снимаем шапку перед ним. Однако... Да, а британцам и американцам за все то доброе и хорошее, что они сделали для мира. Это да. Так вот, люди, они Нововоронежскую АЭС как бы шарят и говорят, что, ребята, ну мы прям на пороге ядерной войны. Значит, какая ситуация? Якобы, да, летел дрон, его рэбом увернули откуда-то, и он влетел в градильню, то есть охлаждающий этот, и такая черная точка. Четко по центру, да. Четко, вот красиво, да, и прям так, какая картинка. То есть картинка удалась. Мол, провокация ядерная, и поэтому Россия должна применять ядерное оружие. А в чем план? Эскалация. Понимаете, еще раз, план на Западе, план простой. Воевать до последнего украинца, попытаться нанести стратегическое поражение России. В чем оно должно заключаться? Оно ни много ни мало должно заключаться в смене режима, возможно, даже в дроблении страны, согласно тем картам, которые нам озвучивали товарищи и показывали товарищи австрийцы. Это с одной стороны. С другой стороны, план Кремля – это денацификация, демилитаризация проходит успешно. Денацификации не знаю, западенцев практически еще не трогали, только начали. Еще что-то уже забыл. Ну, грубо говоря, там нейтральный статус, бла-бла-бла. Только мы смотрим, вот я смотрю на это и думаю, что хорошо, у Запада план более-менее глобальный, у России какой-то локальный. Но это же все слова, да, вот смотрим на войну, как она ведется. Ну так, ни шатка, ни валка на самом деле с российской стороны. Только вот сейчас уже, на который год войны, что-то там начали якобы делать с энергосистемой Украины. Конкретно что-то делают такое вот, чтобы
вынести, как делали американцы в Югославии, раз и навсегда? Нет. Какой может быть план? План суть потому такой, что У меня есть ответ, вот, Степан вот, вот, Геннадьевич. вот, вот только бы западные партнеры ничего плохого не подумали. Не-не, у меня есть ответ. Заработать план. Только это вся война, слушайте, это святое дело. Все зарабатывают. Нет, подождите. Давайте вдумчиво. Вы приводите не первый раз уже в наших разговорах пример Югославии. Ну, то есть налетели натовские вот эти истребители, покрушили все, даже китайскому посольству тогда досталось. О чем, о Так чем этот... воюют цивилизованные страны. Посмотрите на Да, тот же Йемен. но там воевали, там не собирались зарабатывать. Вы знаете, вполне возможно. Вполне возможно. Просто если даже посмотреть, что 3 года работали активы Алиева, да, в Украине, и только вот сейчас их раздолбали под ноль, я с вами все согласен. И почему-то Одесский порт начали только недавно трогать. Там еще один порт на Дунае тоже, оказывается, принадлежал уважаемым людям. Поэтому Сегодня Алиев я с вами встретился... согласен, на самом деле. Плана Сегодня, нет. План сделать бабки. да, А что будет дальше, они уже не думают. план делать бабки. Сегодня Алиев встретился в Душанбе с Путиным. Ох, какая встреча! Степан Геннадьевич, я знаю прям целую плеяду людей, которые делали хайп, делали, ну или пытались сделать там просмотры, которые пытались, ну вот, ну вот опять-таки тоже, да, вот тут парадокс. Вот мы с вами встречаемся по четвергам, да, мы, в принципе, понимаем неделю, да, то есть мало что происходит вот так вот, ну там ускользает, хотя есть вещи, которые ускользают из наших эфиров, но тем не менее. А, То, что, ну вот условно, там вы говорили, например, про Чарли Кёрка, да, причем казалось вообще лютой какой-то конспирологией, айпак, израильское лобби, вот А оказывается, так оно и есть. вот проходит время и Да, обнародуют прям да, переписки да, 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 последние да, да, Кёрка, да, который да, жалуется, говорит, донаты, вот это, они с меня там вот это вот все соки да, тянут, да, 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 да. денег, айпак, с которым он сотрудничал, от которого он получал деньги. Причем там суммы такие, там 2 миллиона долларов, то есть там Да, фигурируют. да, у него были... Ну, и он же не просто так взялся, да, его раскручивал как раз вот этот товарищ с труднопроизносимой фамилией, очень своеобразной, специфической. Он его и раскручивал с нуля, так сказать, гойский актив. И сейчас, ну, а что, серьезно, Гойский актив? гойский, шабы-изгой, да. Евангелист, да. Но они так и говорят голым. Хорошо, да. Раскручивал, вел за ручку. И сейчас вот мало кто уже, вернее, мало кто упоминает, что на самом деле Кёрк был одним из важнейших политических оперативников у Трампа. И победа Трампа во многом заслуга Кёрка в этот раз. Как в прошлый раз, в первые выборы, это была заслуга Беннона. И вот его нет. Смотрим, так, кому выгодно, у кого был запрос. Понятно, Израиль. Я не говорю, что Израиль сделал, не при Господь. Кому выгодно? Израиль. Экзекуция в стиле Израиля. Все нормально, в общем, все совпадает. И документов дофига, которые на это указывают. Но самое интересное, что происходит сейчас. Значит, МИД Израиля, ну, это по линии МИДа идет, они тратят огромные деньги, там в 2025 году они сигновали 120 миллионов на переформатирование общественного мнения в США, потому что оно очень резко стало против Израиля негативным. Вот они платят там от 7 тысяч до 70 тысяч за высеры своих этих дома тоже шабызгоев, инфлюенсеров. Я просто из любопытства зашел, посмотрел, какие там лайки, дизлайки, что пишут. Мама родная, как высер, так все только об этом и пишут. То есть еврейцы получают прямо реакцию прямо противоположную той, на которую рассчитывают. Так что весело, весело будет. А так, ну что, был Чарли, нет Чарли, посмотрим, что будет.
Ну, его организация, я думаю, капут, потому что они там такого, извините, такого нашли его заменить, что мама не горюй. Жена его тоже там оказалась непростая фифочка со связями. Почти с Моссад. Поэтому такое, такое гнездо еврейцы разворошили собственное, что я думаю, что Натаньяху жалеет, что я, конечно, не могу утверждать, что он отдавал приказ на ликвидацию. Ну, он же как говорил, это не я. Ну, формально этого самого Переса, по-моему, да, Переса тоже не он убивал. Ну вот, я просто, мы отклонились немножко, да, отвлеклись на Чарли Кёркана. Я все-таки вернусь к Алиеву с Или Путиным. Рабина, их уже всех перепутал. По-моему, Ицхака Рабина. Лейбор партия израильская была, да. Да, смотрите, я просто к чему. Давайте так. Я просто, мысль помню, просто о чем, что вот есть же там аналитики, которые пытаются делать и заработать себе баллы, причем они там и в русской изгнанной оппозиции, и там в части украинских пабликов, и люди, которые... Короче, это вот прям целая вот эта сетка, да, которая, ну, в общем, считает, что... По которой недавно прилетела. Вы эту сетку имеете в виду? Не, Ну, был прилет совсем по Украине позавчера, не по другой сетке. нет, я немножко пропала связь, не понял юмора, да, вот о какой сетке вы говорите. Ну, не будем называть сетку, да. Нет, я о другом. Я о том, что прям вот целая история, вот целая, о том, что, значит, сейчас Россию разопнут, как это, медведя на четыре лапы. Одна из них это подбрюшье, вот там Азербайджан воткнет свой острый кинжал вместе вот туда, прям в самое брюхо этому медведю, а тут Прибалтика, а тут Украина, все силы сюда, а там начнут потихоньку рвать, шатнут Казахстан. Значит, сидит Алиев, как зайчик, улыбается, вообще виду не подает, что ровно несколько дней назад он встречался с Зеленским в Копенгагене, и они с ним на камеры демонстративно говорили по-английски. Это вообще цирк, понимаете? И слушает Путина. Путин рассказывает о том, что украинский беспилотник пытались сбить, было две ракеты, ракеты сами не попали в этот самолет, борт, который азербайджанский сбили, 38 человек погибло, но там обломки, в общем, они разорвались рядом, и вот это вот все, и, в общем, такая трагедия, соболезнования всем, и как бы Алиев говорит, да, там, желаем всего самого там хорошего, добра, там, в общем, и вам, и русскому народу. Короче, они помирились. Так подождите. Не факт, что помирились. Я думаю, просто было время, когда азербайджанские борты используются как прикрытие для украинских беспилотников. Я думаю, как раз один из этих случаев. Так, а А, ну, если можно, объясните поподробнее. Ну, как вот запускаются, например, беспилотники, да, они должны выйти на точку, скажем, на тот же Грозный или там Закавказье в определенное время. Они выходят как раз во время, когда, вот, скажем, идет по расписанию азербайджанский борт, например. Ну, это тактика, которая используется, скажем так, широко по миру. Но тут главное нет. Я думаю, что там он, конечно, в Азербайджан может что-то воткнуть, но его иранцы собирались учить в Азербайджан. Они это совершенно четко и сказали, что мы знаем, кто сотрудничал с Израилем и США во время 12-дневной войны. Мы знаем, откуда что летело, кто кому что разрешал. В этот раз не думайте, что вы останетесь в стороне. И посмотрели в сторону Азербайджана и Саудовской Аравии. Я думаю, что Алиеву просто в свое время, когда была еще вот эта перед подготовкой к 12-дневной войны, я думаю, что условно бритые пообещали ему северной территории Ирана, потому что все были уверены, что операция по смене режима в Иране она будет на 100% успешна. Но через 3 дня уже поняли, что скорее будет смена режима в Израиле, чем в Иране. Но было поздно.
Поэтому он поставил, я думаю, не на ту лошадку и начинает это сейчас понимать. То есть Алиев отползает. Я думаю, да, потому что у него до этого, если я не ошибаюсь, у Азербайджана, независимого Азербайджана, была многовекторная политика, да. И вдруг какое-то время якобы самолет стал тому причиной авиакатастрофа, она превратилась в одновекторную политику, да. И тут как-то этот вектор куда-то не туда загнулся и стал смотреть на свой собственный попа, стали говорить, это твой попа, не трожь. Вот как-то так. И я думаю, что и Эрдоган ему тоже, может быть, чуть-чуть ему разума научил. Ну как, Эрдоган еще, да, он уже, как его называют, двужопый, да, он хочет сидеть на трех стульях. Я думаю, с Турцией тоже были проведены определенные воспитательные беседы. Поэтому не думаю, что в этот раз получится сильно Закавказье раскачать. А уж если азербайджанцы задумают там на своей территории, скажем, приютить непонятные формирования, которые поддерживают Моссад, Ми-6 и ЦРУ, я думаю, что иранцы им уже все объяснили, что с них будет. Благо, что страна маленькая, на самом деле, газовые и нефтедобывающие мощности сосредоточены компактно. В общем-то, их вынести иранцам это не составит никакого труда. Понимаете, тут тоже такой очень интересный эпизод. А самое главное, простите, вот не договорил, был же нанесен просто открыто мощнейший удар по бизнес-империи самого Алиева в Украине. Это нефтепереработка и портовые мощности. Просто вот так вот их просто с землей сравняли и все. Я не думаю, что на это рассчитывал. И на то, как жестко начнут винтить азербайджанскую диаспору в России. Э, Я думаю, что тоже сыграл свою роль и, наверное, как на него подействовал. Он подумал, что все-таки, наверное, нужно многовекторность сохранять, да. Я вот к чему веду. Вот по поводу... То есть, опять-таки, это подтверждение того, что все просто делают бабки. А, Да, То есть, вот вы Эрдогана вспомнили, вот смотрите, заголовки там в украинских обсуждаются тоже пабликах. Это вот с этими всеми разговорами, что Азербайджан воткнет кинжал в брюхо России, и обязательно следующей войной будет... а Иран Азербайджану, то есть Иран воткнет кинжал в брюхо России посредством Азербайджана, получается, да. Вот, и смотрите, какая история. То есть, обязательно будет, допустим, новая российско-турецкая война. Ну вот и такой вот. Но, и вот эти такие заголовки, бравада такая. У Вот, Гордона, что ли? ну, подобных, да. Значит, обязательно Турция, вот все, Турция теперь со Штатами, ядерную программу, там, сотрудничество, договоренности и так далее. Берем, открываем, ну, то, что на самом деле. Значит, никто санкции с Турции не снимает. Вот эти, которые Нет, там... только Эрдогана опустили прилюдно во время его визита в Вашингтон. То есть, Это вообще его реально прилюдно опустили. То есть, смотрите, никто санкции не снимает. Да, Турция заказала газа, СПГ у американцев. Да, Турция подписалась, что они там будут сокращать, ну, вот эти, голубой поток, вот эта вся, эта Да, вся да, да. история. Сокращать объемы поступлений газа из России. Вроде как да, это правда. Однако, там же сроки 2 года. То есть, через 2 года мы будем сокращать. Этот СПГ контракт там вообще на какие-то непонятные 20 лет. Ну, вот эти все ядерные программы сотрудничества. То есть это не просто там, это просто, это ни о чем. Потому что Да, мы да, понимаем, что да. через 2 года вообще все поменяется Все может геополитически. поменяться на Ближнем Востоке, да. И они скажут, ой, извините, и они вообще могут спокойно там заходить в международная миссия, если все склеится, и добывать газ на Левантийском вот этом ну, вот там шельфе возле Да, да. Газы. За что, собственно, идет вот эта драчка, чтобы там поставить буровые установки и качать газ. Ну, драчка там идет за более глобальные цели. Это за контролем, поскольку Израиль это ЧВК США, над тотальный контроль над Ближним Востоком. А именно нефтью и газом. У Ирана, между прочим, вторые в мире месторождения газа. На минуточку.
идет контроль, вот вопрос контроля над, первое, нефть, газ, и второе, это логистика. Логистической цепочки, которая проходит через тот же Суэцкий канал. И не случайно тут же пошел наезд на Венесуэлу. Во-первых, это подбрюшье США, во-вторых, там огромные запасы нефти, пусть тяжелые и тому подобное, хотя рядом есть это Гуана, где уже Шеврон все добывает, но тем не менее. Вот такая вот игра сейчас, я думаю, идет у американцев. Поэтому тут вопрос даже там не от каком-то... Все это будет принадлежать американцам, все это будет контролироваться американцами посредством Израиля, как они планируют. Вот это вот большой отрыв, да, вот clean break, чистый отрыв. Есть восточный, арабский мир, условно говоря, Ближний Восток, а есть западный Ближний Восток, где в основном вся нефть. Вот здесь будут сидеть американцы посредством израильтян. Они так планируют. С 91 года, кстати. Вот Натаньяху делать. А про бабки, ну что, Эрдоган делает офигенные бабки, там все делают бабки. Надо отдать должное Натаньяху. Он, когда еще был министром финансов, очень плотно работал с товарищем Ричем. Был такой махинатор великий нефтяной. В свое время они гнали, воровали нефть в Ираке после оккупации очень хорошо. Потом в Сирии, и нефть была дешевая для Израиля, и все делали бабки, в том числе Натаньяху. И все участвующие в этой цепочке. И Израиль поднялся на дешевую нефть, которая была значительно ниже рынка. Экономический подъем был в Израиле. И все это закончилось. Но все остались при бабках. А Натаньяху с Эрдоганом до сих пор делают бабки на нефть. Поэтому эти-то ребята, они так думают, знаете. Один хочет войти в историю великим создателем Большого Израиля, второй там своей этой возродить империю тюркскую. Друг друга стоит. Значит, важный момент, тоже я хотел коснуться, потому что пробросим, ну, значит, Урсулу сегодня же вроде как поддержали, 360 за, 175 против, не, или как, ну да, ну если так говорить, вотум доверия, короче, вотум недоверия не прошел, 18 человек воздержалось, ну, в общем, вот таким вот макаром это все прошло, и как бы хорошо, да. И, соответственно, параллельно с этим мы видим, как вообще что происходит в Европе. Лидер АДГ выходит, говорит: Мерц, хочешь воевать? Бери шинель, чухай в Украину, давай. Мы поддержим. То есть на теме, это прямой накат, растущий АДГ на вот вообще тему войны в Украине. С одной стороны, мы видим вот действительно вот такое брожение, но с другой стороны, ну там, а словаки начали помогать впервые при Фицо, отправили военные грузы. Да, там, говорят, разминирование, это типа полугуманитарное, но ну, сам факт, до этого не было. Урсула удержалась. Сейчас вообще обсуждается этот момент, причем все как-то так, знаете, вот с кем не поговоришь на эту тему, а я ж как бы каждый день эфиры, каждый день там беседую, все как-то так вот: ой, да нет, да, ну так, ну и что, ну и хорошо. В смысле, ну и что, ну и хорошо. У Европы просят деньги, чтобы зарплату украинским военным платить. Это все зашивают под какой-то типа безвозвратный займ, под какую-то там вот эту вот историю, типа вот мы займем у вас деньги, но можно не отдавать. Короче, Европа теперь не только пенсии там и социалку спонсируют, да, потому что бюджет весь идет на войну, а еще и туда залазят, ну, в военные дела, потому что денег не хватает. Намечается жуткий кризис. Как вам видится, Европа, такая неоднородная, такая вся раз такая, но поддержавшая в Европарламенте Урсулу, что с ней будет происходить на фоне, внимание, удорожания войны? И вот вы так сказали там в начале нашей беседы, что ну это же, мол, не Британию бомбят, это же, мол, не Запад бомбят. Погодите, погодите. Если уже дошло до того, что зарплату военному мы без
денег Европы заплатить не можем, а когда пойдут там города с многочасовыми отключениями света или вообще такие мертвые зоны, мертвые города, Ну, поток конечно, беженцев будет в Европу огромный. во-первых, беженцы в Европу, во-вторых, побегут власти в Европу, говорят, дайте еще денег, у нас люди страдают. Это прям бездонная история выглядит. Так, что будет предпринимать Слушайте, Европа? ну, бездонно какого, ну, что такое 6, ну, что такое 60 миллиардов для Евросоюза? Думалось бы, да. Но проблема в том, что у них у всех бюджетные дефициты. И у британцев, французов, и, ну, у немцев пока нет, но у этих ребят просто концы с концами же не сводятся. Бюджет не сводится. Чтобы его свести, нужно принимать антинародные меры, на которые никто идти не хочет, потому что это будет означать политическое самоубийство на достаточно длительный срок. Поэтому у них там проблемы. Но с другой стороны, единственное, что объединяет Европу, что стало для Европы идеей фикс, это милитаризация в преддверии страшной войны с антихристом. Ну, с нами, с русскими, как назвал Макрон. Поэтому это их объединяет. Во-первых, это есть некий стержень. После того, как Урсула-то избиралась на зеленой повесточке, зеленую повесточку она отправила в Сбербок. Поэтому есть теперь военная повесточка. Потому что под это дело пытаются, особенно в Германии, резать социалку, резать бюджеты социальные. Враг же у ворот. Вы что тут, бургер, всем охренели? Так а с долгами что делать, Степан Геннадьевич? Ну, вот с долгами там ЕЦБ будет выкупать. ЕЦБ это не выражение крепкое, это Центробанк. Да, это не ЕБН, это, да, это как это Ельцин, а не то, что подумал. А ЕЦБ это тоже Банк Европы. Европейский центральный банк. Плюс попытки есть такие пока еще достаточно чахлые запустить бизнес-цикл на ВПК. Ну, например, Volkswagen уходит, рабочие остаются, мощности заводские порастают. Я имею в виду, уходит из Германии. Ушел, вернее. Что делать? Значит, часть будет этих мощностей производственных и персонала задействована, скажем, в том же Рейнметал. Будут танки делать, бронетранспортеры, еще что-нибудь. Ну, понимаете, да? Вопрос в том, насколько размер трат, который предлагается сделать там что-то за 3 года, реально в ВПК пойдет по всей Европе порядка 150 миллиардов евро из почти триллионного пакета. Всего 150. Остальное по заначкам и по богадельным. Что можно вот за 3 года произвести? Вот, ребята, у вас проблемы на триллионы экономические. Мгм. 150 миллиардов явно эту проблему не решает. Но, тем не менее, попытка есть налицо, она есть, все. И, конечно, объединяющий такой ресентимент в Европе теперь. Вернее, не в Европе, а у евробюрократии, у еврочиновников. Они здесь в такой же лодке, на самом деле, как Нетаньяху, как Зеленский. Есть война, у нас власть. Нет войны, непонятно, что с нами будет. Увы. Степан Поэтому Геннадьевич, будет продолжаться эскалация, будет, я думаю, вот на самом деле задержание, вернее так, пиратский захват танкера мгм. теневого флота французами, а до этого, кстати, немцы то же самое сделали. Это не просто так прощупывать почву, потому что, я думаю, будут под любыми предлогами подводить базу под, ну что ли, запирание Балтийского моря для российского судоходства. Поскольку никаких, еще раз, реакций нет со стороны Кремля, типа так должно и быть, значит, можно продолжать эту политику. Во-первых, это казус Бейли. А во-вторых, я хотел бы, кстати, Ой, смотря для кого, понимаете, ну надо же все-таки делать поправку на возраст. а во-вторых, смотрите, во-вторых, я хотел бы поинтересоваться вашим мнением по поводу судьбы Макрона. Сейчас там прям открыто пишут во французской прессе, типа, Эммануэль, уходи, уйдет? Я думаю, сначала будут выборы внеочередные. Я не думаю, что он очень сильно хочет уходить. Главное, его хозяева не хочет, чтобы он уходил, потому что
У него такая ситуация. Ну, уйдет он, да, скажем так. И тут же к нему придут прокуроры и скажут: Эммануэль, да наплевать, что ты там, у тебя мужик, жена мужик. Ты скажи, пожалуйста, куда деньги пошли на Нотр-Дам? На каком они счету, например? Поэтому уходить ему некуда, я думаю. Товарищ засветился и загадился, на мой взгляд, везде, где только можно. Соответственно, будет все это оттягиваться. Сначала выборы внеочередные, потом очередные попытки формирования правительств. И только потом, возможно, парламент там что-то проголосует, чтобы он ушел. Это будет надолго, я думаю. Он не из тех людей, кто вообще способен поставить интересы страны выше своих собственных. Ну, еще один вопрос, который я хотел вам задать, исключительно как, ну, давайте так, как человека, который может помочь сложить об этой информации мнение. Да? Я не говорю, что вы там разбираетесь или там нет, вот мне просто интересно. Значит, Паулина Луна, Анна Паулина Луна, это член Палаты представителей, выходит и говорит о том, что компании, близкие к Зеленскому, ежемесячно в Арабские Эмираты переводят 50 миллионов долларов. Она это все упаковывает в позицию, то, что это наш доллар, ну, то есть это деньги наши, это наш доллар, наши деньги, вот это вот все, там война, мы их там спонсируем, а это прям регулярные платежи, и как бы это вот Зеленский, чуть ли не Зеленский ворует. Смотрите, подобных много было таких моментов, интересуют два вопроса, политический и механика. Ну, то есть, смотрите, политически понятно, что насколько этот голос кому-то выгоден сейчас в США, а механика, ну вот Арабские Эмираты, они же, ну, тоже как бы, ну, не дураки по-своему, да, то есть мы, простите, пожалуйста, из Арабских Эмиратов, когда надо Зеленскому, поехал Поклад из СБУ, забрал бы там народного депутата, притащил его, мариновали его несколько недель, а потом он выходит и дает показания на НАБУ и САП, которые там нарыли квартиру Миндича, флешку там и с биткоинами, и все остальное. Записи, там пленки, на которых есть Зеленский. То есть я вообще не могу понять вот эту спайку, да, вот механики этой спайки, и насколько вот эта Паулина Луна ударила, ну, попала в лунку. Но она ударила не только по Зеленскому, знаете, это такой один из ручейков. Украина – это прачечная. Для Запада это прачечная, черный нал. Черный нал можно использовать где угодно. Здесь даже вопрос не в том, что компании, скажем, аффилированы с Зеленским, а куда потом идут деньги. Куда потом идут деньги. Разумеется, пиндосы и финразведка все это отслеживают, все это прекрасно знают. Но если это начинает озвучиваться, это, знаете, как вот конгрессвумен озвучила. Потом она возьмет, напишет письмо генпрокурору американскому. Скажет: проверьте вообще, как такое? Они же используют американские банки-корреспонденты, значит, все это подпадает под действие американских законов по борьбе с отмыванием и тому подобное, с коррупцией. Генеральный прокурор позвонит в Белый дом и скажет, что мы будем делать. И в зависимости от того, какая повесточка превалирует, либо на это письмо будет дан весьма расплывчивый ответ, поскольку они обязаны отвечать запросам конгрессменов, либо будет начато расследование. Если там замешаны демократы, либо спецслужбы, значит, будет начато расследование. Я думаю, так оно и будет. Потому что, ну, это прачечная Сороса, Соросятника и демократов Украины. Вот и все. Я думаю, что это на самом деле все обычно срежиссировано, и Луна на просто слюной бачок. Сказали слить, чтобы это озвучить, чтобы был предлог. Пожалуйста. Это не мы так не любим Зеленского. Не-не. У нас вот есть конгрессвумен. Это ее запрос. Извини, Зеленский, тебя тоже придется посадить. Вот и все. И что, Зеленского посадят?
Ну, и даже если по сайту, он до суда не доживет. Слишком много знает, и язык за зубами держать не может. Ну, еще Вы один. сами подумайте, вот у Да. вас есть некий шнырь, через которого мылись огромные деньги. Ну, ему там что-то отпадало, какие-то крошки перепадали. И вот этот шнырь вам больше не нужен. То есть от него уже схема не зависит, скажем. Зачем он вам нужен живым? Степан Геннадьевич, ну еще один такой момент, эпизод достаточно, ну, такой чувствительный. Значит, буквально во время нашего эфира начали распространять вот эти фотографии. Вот они, то есть, да. Это якобы заявлено как обломки фламинго. Значит, вот видим корпус, видим прилет, видим там вот начинку, все плата целая, видите, все понятно, какая там чего плата, подбитая, не подбитая, не, ну, скорее всего, подбитая, потому что если бы она разорвалась, ничего бы этого не осталось, особенно вот эта вот подпись «Внимание, провода не подключать», да, и вот эта вот наклеечка о том, что Ну, напруга живлення, потужність 50 вольт, год выпуска 25, заводской номер 7, степень защиты и так далее. То есть фламинго таки существует. не, ну что, взяли стрижа Туполевского, по-моему, так он назывался. Беспилотник старый советский, который использовался в том числе в качестве цели для учебных стрельб. Ну, что-то там, ну, поменяли стреловидные крылья на прямоугольные. Ну, поставили новую электронную начинку, судя по всему, не очень дорогую, качественную, судя по ценнику. Представили как новую гениальную разработку британских инженеров. Покатали по выставкам, никто интерес не проявил, потому что тяжелая, летает медленно, заряд большой, дальность большая, но светится как черт знает что на локаторах. Ну, погодите, это российские СМИ публикуют эти фото и говорят о том, что, значит, ее сбили из бука на высоте 100 метров при скорости 600 километров в час. Ну, нет, для крылатых ракет высота большая, скорость маленькая. Это большой железный самолет, медленный относительно. То, что они производились, то, что были экземпляры, то, что были стрельбы, ну, никто это не отрицает. Просто вопрос в том, сколько их можно, сколько их было произведено и сколько их может производиться, поскольку, насколько я понимаю, производственные мощности были уничтожены вместе с значительной частью уже готовых экземпляров. Ну и заводской номер 7 тоже, ну это если все очень линейно, то тоже о многом говорит. Друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Но для начала подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. В общем, чтобы, имея возможность, сейчас активно скупали вы? Вот вы какой выбор делаете? Доллар, золото, крипта, земля. 6% за крипту, 13% за доллар, 34% за землю и 47% золото, которое шибко дорогое, и 4000 уже перевалило за тройскую унцию. Ну, как бы земля и золото. Такой выбор Ну, наших правильно, зрителей. просто земля сейчас в терминах золота и доллара, я думаю, малость подешевеет. А потом вот ее можно будет брать, да, землю и любой свечной заводик. Средство производства, скажем так. Я был поражен, когда вот этот, кто там, Кiyosaki, да, по-моему, да, тут Да, есть такой. книжку написал, говорит, я иду в золото, крипту, все, доллару хана. Мне сразу отлегло. Значит, с долларом все будет в порядке. Слава тебе, Господи. Да, Низы четырехлетнего цикла. Нормально, чувак, выступил. да, друзья, спасибо, что проголосовали в вопросе. Кстати, 13 тысяч человек проголосовали, 26 тысяч нас онлайн. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на телеграм Димуры. И вообще, в принципе, напишите хороший, добрый комментарий. И подпишитесь уже наконец-то на канал. Половина смотрит без подписки здесь на YouTube.
Переходим к вашим вопросам. Режим Блиц. Поехали. Анна, Степан Геннадьевич, Такер Карлсон снял документальный фильм о событиях 11 сентября. Помню, как подростком с ужасом смотрела на произошедшую трагедию. Вы находились в США в это время. Расскажите немного, что вы тогда ощутили. Ну, первый день я был, как все американцы, не то что в шоке, а вообще какой кошмар. Эти арабы, эти мусульмане, бла-бла-бла. На второй день я с официального сайта Пентагона скачал фотографии самолета, который врезался в Пентагон в высоком разрешении. Значит, представьте себе самолет, там, по-моему, были 737-е Боинги. Полеты трансконтинентальные. То есть он сам весит за 100 тонн, плюс еще 20 тонн горючки. И вот, значит, такая махина, которая только-только взлетела, еще горючее не выработала, врезается в Пентагон. Размах крыльев можете посмотреть сами, размеры двигателя тоже. И оставляет в стене Пентагона маленькую дырочку, которая, ну, соответствует крылатой ракете. При этом 20 тонн горючего почему-то не воспламеняются, потому что вокруг этой дырочки зеленая трава. Никаких обломков двигателей, никаких обломков фюзеляжа, крыльев, хвостового оперения, ничего. И тут я понял, что Моссад и ЦРУ всех снова оття-тя. Вот и все, спецоперация. Ну, а после этого там уже было, ну, уже началось там, когда ABC, по-моему, выступает и говорит, вот обрушилось здание номер 7, оно за ними стоит, еще не обрушается. Типа, подождите 15 минут, слишком рано в эфир вышли. Ну, и вообще специфика того, как быстро падало здание, может ли авиационный керосин гореть с такой температурой, чтобы так сильно повредить металлические конструкции, особенно не на нижних этажах, что здания схлопывались практически со скоростью свободного падения и тому подобное. То есть диверсия в чистом виде, моссадовская, ЦРУшная. Зачем? Война с террором. Да? Война с террором, нужен был предлог. Для чего? Чтобы начать реализацию плана Clean Break как раз на Мгм. Ближнем Востоке, который предполагал смену режимов как минимум в 7 странах. Значит, Сергей, тяжелая нефть Венесуэлы или России или Канады нужна для НПЗ США. Они настроены на то, чтобы бодяжить ее с легкими сортами нефти США. Да, да, да. Бензин по итогу почти на 30% получается дешевле, Да. что тормозит инфляцию. Вопрос, по кому первому все-таки ударит Трамп? По Венесуэле или Канаде? По России бить бесполезно, она вошла в клинч. А, Понимаете, зачем бить по кому-то, когда можно договориться? Это, во-первых, это доминирование. Любой психиатр вам скажет, что тяга к постоянному доминированию – это верный признак дебильности, то есть слабоумия. Легкой формы слабоумия. По определению, что такое дебильность. А, за- Канада, ну, Канада, думаю, американцам сейчас не по зубам. В смысле, не в военном смысле, а в политическом смысле. И я думаю, там им уже тот же король, когда встречался с Трампом, многое что объяснил. Как себя нужно вести, и что свой вонючий рот нужно держать закрытым и сворачивать его на сторону. Это перевод краткого выражения, которое нельзя использовать матерно. Мгм. Поэтому Венесуэла там тоже вопрос не с нефтью, а вопрос, там у него есть придурок такой, другими словами не назовешь, этот Рубик. Ну, Рубика вся карьера политика построена на противостоянии с Венесуэлой и Кубой, поскольку это его основной электорат кубинцы и венесуэльцы. Соответственно, непримиримая борьба с кубинцами, непримиримая борьба с венесуэльцами на еврейские деньги, поскольку Рубик – это любимый пудель товарища Дельсона. Был такой миллиардер-сионист, жена которого дала Трампу 100 лимонов. В результате чего Рубик получил должность. Поэтому это даже я думаю, что это вписывается вот в политику США именно
контроль, тотальный контроль над Ближним Востоком посредством Израиля и контроль, скажем, над Венесуэлой. Потому что, еще раз, есть Венесуэла, вроде как разведана, но и добыча еще где-то не началась, и есть специфика добычи. Рядом другая страна, где уже работает Шеврон. В чем проблема? Качайте там. Ну, вот нужна Венесуэла. Я думаю, это в основном из-за Рубика, неоконов и того, что в Венесуэлу очень хорошо зашел Китай. Плотно так зашел, мощно. Так, значит, здравствуйте, господа. Планируется редизайн 500-рублевой купюры. Степан, какую вы российскую достопримечательность хотели бы лицезреть на купюре? Сейчас дается выбор между Грозной Сити и Эльбрусом. Лично я не хотел бы видеть Грозные Сити. Спасибо. Ну, я бы там хотел видеть Спазера. Что? Спазера. Да, можете отгуглить, что такое Спазера. Это надгробная плита. На 500-рублевой Э, купюре? Ну, вы послушайте. Официально историками она датируется между 12 и 17 веками. Широко распространена на территории Центральной, Северной России, а также в Италии и Европе. Никакого отношения к христианству не имеет. Но везде на старинных кладбищах. Местные попики ее используют для фундаментов церковных и для дорожек, для ходьбы и бега. Вот хотелось бы, чтобы это Спазера было на 15-рублевой, на 500-рублевой купюре. Чтобы люди задумывались над тем, что какая истинная история и что им преподают и втюхивают. Ну, это, знаете, влажные мечты. Мгм. Так, значит, сбитые летчики в небе над Ираном также невидимы, как и их самолеты, спрашивает Роман. Нет, 4 F-35 был уничтожен. Здравствуйте, Людмила интересуется. Степан, скажите, создание и дальнейшая работа администрации Газа ставит целью создания государства Палестина? Если нет, то почему Да нет, конечно, и как забудьте с вы об этом решением бреде. ООН большинством стран? Забудьте вы об этом бреде, ну. Об этих соглашениях. Тони Блэр, Британия опять туда хочет влезть. Забудьте, это никогда не случится. М, Но Скажите, сам факт, что этот бред, скажем, серьезно обсуждается, да, на полном серьезе. И как вы стали только начали перечислять в своем вопросе, чему он противоречит. Говорит о том, что никакого международного права больше нет. Джунгли, варварство. Лина Востроилова, вы верите, что в нашем мире находится место чудесам? И какое еще чудо может произойти с Киевом? Может, Вознесение? Ой, вот не хотел бы, чтобы случилось вознесение, потому что, я думаю, оно будет радиоактивным. Не надо вот этого. Чудесам место есть. Так, Брюс спрашивает, это чат-трансляции, уже пишите вопросы в чат. 5% налог на оборот для ИПшников, высокая процентная ставка и дорогие кредиты в России. Это делается специально для того, чтобы было больше желающих идти на СВО? Я думаю, это скорее так следствие. Не цель, я имею в виду не цель пополнения рядов контрактников, а всего лишь следствие фискальной, монетарной политики путинской администрации. Мгм. Алексей, добрый А вечер. цель очень простая – набить бюджет, чтобы было что тратить в бюджете на все эти национальные программы, которые, в общем, служат для восполнения определенных сбережений и накоплений, и на войну. Так, значит, вот такой вопрос от Алексея Н. Добрый вечер. Сохранились ли в Азербайджане военные базы Британии, раскачивающие Чечню и Кавказ? Как вы думаете? Официально нет.
Но в Азербайджане есть израильская военная база. Ну, то есть, я думаю, что... Но она, конечно, неофициальная. Я думаю, что турецкая, по-моему, там база есть. Или турки так собираются строить. А Турция страна НАТО, выход к Каспийскому морю. Каспийское море перестает быть внутренним морем и тому подобное. Я думаю, что неофициально, скажем так, там присутствует очень много интересных людей в форуме из разных стран. Искатель истины. Давно слушаю Димуру. Он еще года 4 назад пел дифирамбы товарищу Донне, сейчас же вовсю поносит рыжего президента. Что случилось? Так и в чем он вас разочаровал? Он меня не разочаровал, отнюдь. Просто у Дони определенная роль. Да, он ее прекрасно играет. Просто тогда Донни был, ну, скажем так, я и так считаю, что первый срок Трампа это был, он был одним из лучших президентов США, потому что он, сам того не ведая, начал процессы, которые ускоряют, скажем так, четвертое превращение. Он есть и продукт, и ускоритель четвертого превращения. Поэтому ничего, никакого противоречия здесь нет. М, Спасибо большое за там супер чаты, да, за то, что там еще и в Ютубе, если есть у вас такая функция, благодарю за поддержку. Алекс Брейди пишет: Шелест и Димура, новые супермены. Ты был бы Микеланджело, а Степан Сплинтером. Спроси, пожалуйста, что Степан думает на этот счет. А кто такой Сплинтер? Это черепашки Ни. Степан Григорьевич, Сплинтер это крыса, учитель черепашек Ни. Черт, как я отстал от жизни. Я скуф. Еще не сделаешь. Ой. Теперь еще крысой обозвали. Я, значит, черепаха, а вы крыса. Ну, нормальные супергерои, чего? Спасибо, Алекс, за поддержку. Как у Сарьона было написано на известных воротах. Ай, значит, Зимин пишет С. Вопрос. Есть ли взаимосвязь между рукопожатием с Зеленским и интервью с Собчак? После первого отставка, а после нее розыск и объявление, что интервьюируемого объявляют иноагентом. Речь об интервью с Арестовичем. Собчак. Я понял. У Собчак пока такой статистики, как по Зеленскому, не набрано. А с Зеленским однозначно работает. Да, значит, Александр Леонов. Вопрос Степану. Хэндпинг, вейвинг, убийство премьера Японии Абе. Месть за попытку Краилова, доля участия Японии в проекте «Сахалин», про церковь, сына и месть не верю. Я понял. Абе, да. А, Япония. Я думаю, там на самом деле не столько даже Сахалин, сколько Абы, скажем так, был не в восторге от того, что в свое время после событий в Фукусиме, после диверсии в Фукусиме на атомной станции, американцы очень сильно влезли в пенсионный фонд Японии, в Мгм. деньги. И АБ, скажем так, с точки зрения Запада вел себя не очень корректно по отношению к этим деньгам. Может быть, это причина. Так, значить, українською мову пише Авоська, пользователь. Хочешь, Сашко, блокируй, хочешь, не блокируй, но у меня есть вопрос по поводу дурно смеха Димуры. Есть ли у него родственники в Украине? И если есть, почему ему так всегда смешно? Ты что, плакать, что ли? И после этого они спрашивают, а нас за что? Нет, а есть родственники у вас в Украине? Дальние, не На дальние? Украине, сейчас вспомню, из живых не знаю никого уже, не остался. Мгм. Ну, наверное, какие-то дальние, скорее всего, раз... Наверняка. Ну, слушайте.
Ну, потому что родственники, конечно, есть. У Не, всех... ну, отец, он из Благовещенска. Благовещенский, ну, прошу прощения, из Уссурийска. А в Уссурийске, под Уссурийском огромные популяции диму, которых все время туда ввозили как раз с Украины. Поэтому наверняка какие-то родственники где-то есть. Тут Мария интересуется, дал бы Тимура интервью Собчак. Легко, только в прямом эфире, без записи. А, в прямом. Конечно. Да она же все порежет, та сучка. В прямом эфире с удовольствием. Я получил массу удовольствия. Ксения Анатольевна, как Иди это? сюда. Как это? Раунд. Да, друзья, всем большое спасибо за то, Это что... будет сказать так, шлеп, 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 шлеп. Спасибо большое за то, что посмотрели наш сегодняшний эфир. Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео, напишите хороший, добрый комментарий, подпишитесь на канал Александр Шелест, пускай YouTube видит алгоритмы и как бы подстраивает, потому что, ой, жалуются, то уведомления не приходят, то еще что-то. В описании к этому видео свежий, будущий, грядущий 15 числа интереснейший семинар Тимуры, ссылка, поэтому перейдите, поинтересуйтесь. Естественно, всех ждем в следующий четверг. Добра и света. Берегите себя.